Доброго времени суток, дорогие друзья, вы на канале Игра Life, и мы продолжаем проходить Kingdom Come Deliverance. Итак, друзья, я за кадром тут побегал по окрестностям, посмотрел вообще обстановку, выполнил одно побочное задание, заработал бабла, нашел тайную комнату, ну, не тайную комнату, нашел, короче, сокровище, как я понял, вот, которое обозначено на карте было, но сейчас покажу. Вот на такой карте. То есть обозначается местоположение клада. И мне случайно удалось это место найти. Ну, просто по случайке. Тем самым я обогатился и нашел снаряжение. Нашел я там вот этот вот шлем. Сейчас покажу. Хоп. Где он? Вот он, шлем, сапоги, ну и нагрудник у меня был. Вот. Отжал, короче, кольчужные поножные, вот эту вот штуку. Так, по мелочи приоделся. Это все с бандитов, ожерелье я нашел в гнезде. Оказывается, можно гнезда птичьи лутать. Интересно. Вот. На меня были нападения бандитов. Пришлось отбиваться, я... Нашел меч, спасительная благодать. Вот, он у меня в пору и достаточно неплохо им орудует. Как-то так, ну и мы продолжаем. Мы пришли в большой город, в огромный, самый большой город. Ну не знаю, по крайней мере, который я тут видел, потому что здесь все маленькие города. Вот, и мы идем вот к нашему пану, чтобы рассказать, куда делся меч. Ну, для начала я хочу сбагрить все барахло, то есть на меня тут нападение было совершено. И я хочу избавиться от всего, что у меня в рюкзаке. А именно это... ну он только оружие купит. Собственно, вот и все. Продали ему дубинку. Так, ну давайте-ка починимся. Что он предлагает починить? Насчет ремонта. Что он может отремонтировать? Отремонтировать может он много чего. Смотрите-ка. Перчатки, щит. Благодать. Давайте отремонтируем. Угу. Соломенная шляпа, блядь. С кого-то нахуй снял. Так. Заключи сделку, держи. Все, спасибо тебе, добрый малый. Теперь к бронику. Бронику здесь. Вот он. ППС, конечно, в городе проседает значительно. Броник здорово. Как килаты у него стоят там на полке. Вот за ним прям. Пройти обучение. Чего интересно. Так, давай-ка поторгуем сначала. А именно, мне нужно фугануть тебе. Ой, как много всего. Простая цепочка, сандали. Кольцо, забирай, капюшон. Туфли ремесленника. Так, ну-ка. Корзина, туфли ремесленника, кстати. Нет, они нам ничего не дают. Так, банканул я у торговцев. Все нормально. Вес подскинул. Вот, ну единственное, что получается у меня, это всего лишь 5 килограмм. Я могу, 4 килограмма могу таскать. С учетом того, что я скинул стрелы, там много стрел скинул. Отмычки. Взял 11 штук с собой. Ну, единственное, что вот 4 килограмма у меня еще здесь вот малый набор кузнеца, который я тоже скину. Сейчас. В принципе, даже сейчас я его скину. Давайте-ка до сюда прогуляемся быстрым ходом. Тут у меня время уже 4 часа, 5 подходит. Скоро ночь. Надо будет спать. У меня здесь новый дом, вот здесь я живу. Вот в этой избушке. Вот мельник. Мельник оказался непростым чувачком.
Он скупает краденые вещи, друзья. Кто не знает, кто играет в Kingdom Come Deliverance, то есть, ну, если кто не дошел еще, вот этот мельник скупает. Выполните его квест и будете продавать ему краденые вещи. Так, вот сюда я все скинул. Вот можете видеть 22 стрелы, 27 отмычек. И давайте скинем еще один ремонтный набор кузнеца. Вот так. Чем больше бегаешь, тем больше качается живучесть, она же выносливость. Но особого, сейчас покажу эффекта. Ну только беготней, я не знаю, ловкость, вернее, живучесть. Вот я набегал уже на 6. Еще прокачал навык ремонта. Если я отремонтирую ботиночки, то 20% выносливости как бы я экономлю при спринте. И также прокачал я в живучести, там есть бег, который я не выбрал в самом начале, хотя хотел. Вот, а выбрал кровотечение, да. Ускорение при беге, то есть мы бежим быстрее, но тратим на 20% больше выносливости. Как бы это прикольно. Почему? Потому что можно беглецов. Много кто от меня пытался удрать уже. И как бы сложно гоняться за ними. И вот я только прокачал буквально вот-вот этот навык и бегаю теперь быстрее. Пока стычек никаких не было, возможно, они будут. Ну, скорее всего, они будут. Не просто возможно они будут, они будут. Вот. И мы, в принципе, будем смотреть с вами на них вместе. А сейчас нам, пожалуйста, к пану. Сопроводите-ка нас. Куда нам двигаться? Город большой, огромный, я бы сказал, город. Тут столько торговцев, столько всего. Вот это даже... Кто это? Жратву продает, походу. Так, а что у меня по жратве? Я, кстати, скинул всю жратву, вообще у меня ничего нету. Ну ладно. Если что, похаваем в корчме или еще где-нибудь. Так, а куда нам? Подождите-ка, друзья. А нам вот сюда, мы вообще не туда бежим. Что выясняется-то? Не туда мы бежим. Где-то тут у него замок, вот за стеной вот за этой. То есть это внутренняя часть, ой, наружная часть замка. А там есть внутренняя часть замка. Аккуратнее, обходи, широкий, что ли? Вот она. То есть отсюда я забегаю, получается. Это, получается, западные ворота. Здорово, пацаны. Could that be the smith's son, Hal? On my soul, it is him. What are you doing here, lad? We thought you were done for. I must speak with Sir Radzik. Is he here? He's in the palace with Sir Hanush of Ratai. They're feasting in the Knight's Hall. What do you want with it? My father made him a sword. He asked me to deliver it to Sir Radzik. I don't see any sword. No. Bandits attacked me and stole it. I need to tell his lordship what happened. And then I'm going to find the sword. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. Так, все, нас пропустили. Отлично, идем, короче, к пану. Это, походу, его лошадь. Прикольная лошадка. Так, он, походу, на втором. Слушай. Да, явно на втором. Чё, блядь? Заблудился? Очень сложно. Бля, чё у вас с этими, с лесенками, ребята? Почините, блядь. Невозможно бегать. Хоп. Your Graces, I have to tell you in all seriousness that this land of ours is in the shit. Deep
fucking shit. Don't you agree? I might not have put it as eloquently as you, Hanush, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. But Pirkstein is yours for as long as you need it. There's room enough for your men and you here at Rattay, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honored. Pirkstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? At any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanush. I don't like to speak ill of your people, Sir Radzik, but, well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. No, they'll have to get used to it until the situation's resolved. But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about? I won't lie, sir. I don't understand it. You aren't alone, Father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Who could blame him? I know Wenceslas is a friend of yours, Radzig, but even you have to admit he brought it upon himself. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realized just what Hungarian order looks like. Hungarian order. What concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those whore sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. На башке, смотрите, пацаны, у него эта ебата, блядь. Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Taunberg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away. So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. Oh, there you go. When you have to, Radzig. Your father was a remarkable man, and your mother, she was remarkable too. They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Girl? The miller's daughter, Teresa. The miller's daughter saved you from the footpads? Well, there's a tale to tell your children. I owe her my life. She distracted them and then brought me to Rattay. But without Sir Robard, we'd both be dead. Oh, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lad. Still, it's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, Friar. I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Skalitz and consecrate their graves. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated ground first. If there's anything left to bury, that plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows. And one skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor, and a dead man keeps no promises. Aye.
The woman had to save his fat from the fire, and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? He's no fool. Henry, you have courage, but you need training, arms, a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. The gall of him. Fled from the enemy, disobeyed your orders, duped Sir Divish, lost your sword, put Sir Robard in danger with his actions, and now he wants a promotion. А ты чё за шнырь, блядь? Capon's right. What you say is certainly true, except for fleeing the enemy. You would have run as well, believe me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything, Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My lord, he's a peasant. You can't make a squire of a peasant. Why not? Someone made a priest of a pig. He isn't a peasant, father, he's a blacksmith, and recent events have left me in need of his skills. So, you'd like to enter my service? Sir, Yes, I would. You won't regret it. Oh, I probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't disappoint me. Oh, fortune has finally smiled on you today, lad. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true. The bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable experience. But let's be clear, you're the one Перчатки paying грязноватые. him. Captain Bernard, see to his training, and then send him to the bailiff. Yes, sir. And don't spare him. You can rely on it, sir. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. I won't, my lord. Из грязи в князи. Итак, что дальше, друзья? Что дальше? Тяжело в учении, легко в бою. Да, я согласен. Так, идите на площадку для упражнений и поговорите с сотником Барнардом. Я готов. Туда вообще бежим, ну-ка. Туда. Подожди, туда. Насколько туда? Туда. О! Ну-ка, сейчас я еще посмотрю. Может, что появилось у этого. У мечника. Просто интересно, какие там это оружие у тебя. Дружище, покажи-ка. О. I've heard that some pilgrim was selling off pieces of a rare sword. If you happen to have one, I'd be interested. Why? Why? Because there was nothing left for him, and now he's envious and wants some too. Well, he's out of luck. I do have it, but I'm not selling. Man, isn't there some way? No way. Like I've already said, not a chance. Борода у него есть, но он его не продает. В общем, это из одного квеста. Меч. Так, здесь я сделаю, наверное, вот так. Отображу по силе. У меня на мече 52, по-моему. 56-56. Давайте смотреть. Когда увидим больше, остановимся. Так, 61 вот вижу. Шило. А, ну я видел, это длинный меч. Да, этим мечом не рекомендуется. Все, здесь уже 5. Это... Бритва. Вот хороший.
О, меч Ирода. Ну, это какой-то крутой супер меч, блядь, длинный меч. Отличная вещь, длинный меч. Да, ну, увы. Ладно, он не продает, значит, можно будет выкрасть это. Но это как-нибудь потом, в другой раз. А сейчас нам надо на тренировке торопиться. Нас должны научить все-таки. Здрасте. Бухать можно тут вообще как свиньей. Свинью прям, о чё. Базарят просто. Это чё? О, сапожник. У сапожника я еще не был. С удовольствием к нему загляну. Здрасте. I hope I can be of help to you. А как? Ну давай насчет поторгуем сначала. А, вот малый набор сапожника. Наверное, я его и куплю сейчас. И набор сапожника. Но он вешает дофига. Малый ремонтный набор, в него входит молоток, клещи, твои гвозди. Гвозди, кожаные ремешки. Так, ну-ка. Тихо, орешь, блядь. Доспехи. Так, смогу ли я вообще починить их? Где мои ботинки? Так. Состояние 84. Малым набором. А, нахер мы сейчас это. Давай на торговлю. О, кожаные сапоги. Уже лучше. 382 бакса. Я могу себе их позволить. А потом будем ремонтировать. Бесшумные туфли. Бесшумные темные. Ну вот ноги можем закрыть. Панские сапоги. Сапоги дворянина для верховой езды. Сапоги охотника. Для верховой езды старые. Слушайте, сапожки-то можно подобрать, ребятки. И вот пока я вижу кожаные сапоги. Тут сапоги дворянина 1. А, у них защита типа 4. Но они типа шумные. Стоит 1,2. Че, больные, блядь? Кожаные сапоги. Ну-ка. Сколько мои вешают? 3. Да забирай. А мне-ка продай вот эти. А, набор еще сапожника. Давай-ка возьмем малый набор. Все, я одет, обут. Оп. Так, доспех. Оп. Отлично, хорошие сапожки. Защита ног, здесь все нормально. Кольчужные поножи еще спизженные, и это не отошли. Ну да ладно, все у нас почти на 100, только вот эту я не могу починить, а ее никто не возьмется чинить по одной простой причине, что она краденая. Когда она перестанет быть краденой, я, к сожалению, не знаю. Ну вот так вот, друзья. Так. Оружие. Набор портного. Набор сапожника. Ну все. Вперед. Прикольно. Сапожки прикупили. Ху-ху. Смотрите, какие они.
Корчма. Нельзя подать монеткой. Что странно. По лужам. Сразу пробежимся. Так, я на месте, ресталище. Кем базарить-то тут? Блин. То ли я не еду, то ли что. Идите на площадку для упражнений и поговорите с сотником Бернардом. Бернард, ты где? Сколько время-то? Да ко время уже все, Бернард ушел, блядь. Вот, блядь, незадача. И... Красть. Нельзя взять просто щит. Да. Ну чё, до утра, походу. Пошел я тогда вот сюда. На сон час, а утром вернемся. Пообщаемся с сотником Бернардом. О, уже стемнело. Я на боковую, с вашего позволения, это все мешки таскает. Мельник. Закрываем дверку. В чистых сапогах заваливаемся. В новых чистых сапогах на боковую. Ну что, спим до 8. В основном все в 9 тут открываются. Не то, что у нас. Рано никто не встает. 9 часов нормальное время. Утремань. Встаем. С котелка нахлебнем. Тереза наварила. О, вкуснятина. Че, спина болит? Так, такие тюки таскаешь, конечно. Не заболит. Хоп, умоемся. Ну и все. Утро началось. Не с кофе. Так. Что у нас? Сытость 83. Нормально. Пойдет. О, не туда побежал. А вообще, зачем так? Когда можно вот так? Кстати, надо что-нибудь перекусить, а то что-то в натуре 81 уже. Так. Так, это у нас верхний замок. Можно пройти в кузницу отсюда. Тут сапожник, тут корчмарь. Давайте к корчмарю. В корчму заскочим там. Пару рогаликов схватим, да, и перекусим. Сейчас тренить будем просто, чтобы это... Сильно на голодный желудок не тренить. Да и на сытый тоже как бы не рекомендуется. Ну ладно. Ты кто? Что у тебя есть? Жареная курятина. Сколько она дает? Энергия -2. Не готовь. Медовуха. Овсяная каша. Питательность 10. Энергию прибавляет даже.
Хорошая вещь, возьму 2. Хотя, давайте кашку. А это что? Подождите. Питательность 30. Не, сильно. Давайте 2 кашки. Потом запьем водицей. Спасибо. Хоп, хоп. Отлично. Вот он. Здорово, сотник Бернард. I hope I can be of some humble service to you. I'm here for training. Yes, you're that boy Sir Radzig said. Yes, that's me. Let's get to it then, since that's what Sir Radzig wishes. And because you've never held a sword in your hand before, we'll start with something simpler. Ну, не знаю, давай, конечно, сначала. Come with me and listen closely. I don't want to be repeating myself. So let's see what you're made of. Hold it properly. Keep moving. Never stand still when your life depends on it. Подожди. Right, good. Now try attacking. You've got to put your back into a good slash. No use waving the sword around like you're swatting flies. Go into the attack with your whole body. Try slashing from various sides to get used to it. That pointy tip isn't for decoration. Try stabbing me with it a few times. There he. That will do. Slashing, stabbing, and movement are the foundations that you build everything else on. Now, let's try something more complicated. One strike, I can simply fend off. You mustn't give your opponent time to react. String your strikes together. As soon as you finish one, begin another. Strike, strike, strike. Ну да, я понял. Хоп. Неплохо. Вязки ударов. Давай-ка вот с этого. Потом с этого. Потом колющий. Видали, пацаны? Ха-ха. Это я изучил. Вот этот. Потом этот. Потом колющий. Вот, бил. Красава. Now let's see how you do with defense. It's not hard to block a basic strike. Just watch out and move your sword into the path of the blow. Well done. Отлично. Давай, бей. Давай. Отлично. Опа. Есть. О! Проебал. Нихера ты тихо. See, I lure you, then attack. Ну давай, ладно. Good strike. Ого, блядь, ты чё, блядь? На нахуй. Как тебе такое, а? Забыл, блядь. Блокировать надо поменять, короче. На шифтик, короче. Нахуй неудобно.
Ушел, красавец. Он машет. Вот у него выносливость. Давай, иди сюда, засранец. Fine enough. Все? You're not a complete dead loss. It'll be hard work to turn you into a master, but you have the basics. Let's try something more advanced. When in combat, keep an eye on the space between you and your opponent. That is your space. Try to attack from the side the opponent will find harder to block in time. If I'm holding the sword raised up, do an uppercut. If my sword is low, lunge. Let's try it. You strike a few times at the side where I'm not holding my sword. Ага, понял. Отлично. Ну как? Right. Lesson 2. Everything you've learned about blocking is wrong. When I cover, I can simply fend off your blows with my sword and gain control of the space between us. It's better not to control just the space, but actually your opponent's weapon. Attack, and I'll show you. Ну давай. Ого! Ого! Да, круто, конечно. All right, that will do. Now you. The trick is to stay in your stance. As soon as I start to attack, you block. The move knocks the blade aside. Так, идеальная блокировка. Не. No, not like that. Так, нужно поставить удар, нажмите, как только враг начинает удар, пишет. И адреналина. А, понял. Давай, я, кажется, понял. Еще. Ага. Еще. Right, now we'll try it a little faster. Причем направление надо тоже выбирать. Block just at the moment I start attacking. I'll strike you from above each time so you can see it well. Well done. Давай, я буду еще ходить в это время. Отлично. Давай. Ты уже бьешь? Давай, я готов. Very good. Иди сюда, ебма. Давай еще быстрее. Отлично, понеслась. Понеслась, давай. О, подожди. О! Есть. Нету. Есть. Давай, готов. Не нажал, не то нажал. Wait a while, Henry. Greetings, Sir Hans. What brings you here? I was on my way when I noticed that you're entertaining Sir Radzig's esteemed guest. Not the same as holding a hammer, is it, blacksmith? It's Sir Radzig's orders. I know. I'm actually here to train at the archery range. My hand's grown heavy lately. You don't mind, do you, Bernard? Not at all, my lord. Good day to you, blacksmith's boy. Try not to hurt yourself. Зашел бы ты сюда, я бы тебе показал, нахуй, как надо махать мечом, блядь. Where did we finish? Yeah, leading the opponent where you want him. There's one more way to evade a strike. You simply step aside, attack, and I'll show you. Давай. Вот этого мне не хватало, конечно. А сверху? All right, try it. It's important not to move too soon. I'll see where you're going and hit you. Then
The same will happen if you move too late. I'll attack slowly now. As you see me, raise the weapon, jump aside. It'll throw the opponent off a bit, and there's your chance. Good. All right. Wrong. Again. Not bad. Fine. Now try it a little quicker. Try and get used to the rhythm. Never take your eyes off your opponent. You'll see a strike before it's even properly started. That's it. Как надо стоять, блядь. А не двигаться. Давай буду стоять. Блядь, что ты не двигаешься? Good. Well done. And the last thing for today, a trick. You raise the sword to force your opponent to block, but then change the direction of the attack at the last moment. The opponent won't even know what hit him. Try it. Draw back the weapon, then change the attack zone and strike, so I don't have time to react. No, that's not it. А как? Well done. А, я понял. Типа бьешь, а потом... Nice. Типа бьем снизу. Смотрите. I Хоп, don't have а сам... all day. That's it. Хоп. Сверху. That's it. Хоп. Отсюда. Да, я понял. Well now, that wasn't too bad. Maybe we'll make a soldier of you after all. But don't get cocky. You have to train hard and persistently. You might have talent, but talent alone won't do. Practice. Спасибо. Don't leave yet. Sir Radzik also wanted me to teach you archery. Come with me. Пошли. Jesus, look where you're going. Мне бы нагрудничек, как у тебя. Пан сотник Бернард. Шпорки бы такие же. Я бы себя чувствовал получше. Неплохо, слушайте, он научил меня. Теперь я смогу разбираться с ребятами, блядь. Которые будут ко мне приставать. Негодяи. Без Б. Куда же мы идем-то? Ров. Все как надо. Подъемный мост. Охранник. I'm from the Scullets, Grupo. Кажется, я здесь бывал. Let's see then. Take this bow, go and stand in position over there, and we can start. And another thing, put on this arm guard. Without it, you could flay your forearm with a bowstring, so be sure to wear it. Thank you, Captain. Save the thanks, and get in position. Now concentrate. A bow ain't exactly the weapon of choice of a knight, but it can come in very handy.
You've got two bandits coming at Ёпта, я you from a перевешен, distance. блядь. You shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other. Emperor Charles, God rest him, encouraged his subjects to learn archery. He even organized contests in Prague. If you wouldn't have gotten far there, you're holding the thing like a piece of firewood. But enough talk. There's the target. Try and hit it. Draw the bow, aim, and release. Try to get a feel for the rhythm. Inhale on the draw, hold your breath for a moment, and then release the string. No jerky movements. Just let the string slide out of your fingers, as if you were about to draw it back more. It's all one movement. The arrow aiming at the target and flying at it. Shoot away. What you have there is a training bow. The arrow drops quickly. Once you've trained a bit, you can get yourself a better one, and then those arrows will fly so fast you won't see them. Don't forget the arm guard. Once you've mastered the bow a bit, you won't need it anymore. Нельзя, ну ладно. If you want to hit anything, you're going to have to aim. That flew nicely. Practice for a while. No nonsense. Well, that was awful. I didn't imagine a village yokel like you would have much skill, but you failed to meet even my low expectations. I don't know why you're wasting your time, Sir Bernard. Nothing will come of him anyway, and at the first sign of trouble, he'll run away like any other cowardly peasant. After all, he's done it before. Надо ему, бля, урок What did you преподать. say? Calm down, boy. Keep in mind who you're talking to. A braggart who was born with a silver spoon in his mouth. Now, you've really done it. You'll go to the stocks for that. Calm yourself, Sir Bernard. If the blacksmith boy feels he can prove himself, then let him try. Do you think you can beat me? Well? Any time. Very well. If you defeat me, I'll give you my bow. If you lose, you'll have to pay up. Do you even have any coin? I have enough. Good. Then let's get to it. Да нахуй мне стрельба с луком, блядь. О, просрал, пиздец. Сейчас отдохну чуть-чуть. О, все, бля, пиздец, 2 дня. Хорошо. Лох, блядь. Well, I didn't expect that. Probably just wasn't your day, sir. I told you I have a heavy hand, ever since I fell off that horse during the last hunt. What are you grinning about, boy? I think you owe me a little payback. How about a sword fight at the arena? If you like. Sir Hans, is this necessary? Sir Hanush has already had words about you fighting with your subjects. He explicitly told me. I know what he told you. You can just tell him I didn't listen to you. So what's it going to be, blacksmith? If we must. Давай на кон только меч ставь. Then let's go. Ну давай. Так, надо вспомнить все, чему он меня учил. Блять, пидор нахуй. Давай, бей. О, зацепил, блядь. Как тебе так?
You know how this one ends. Сука. Пес нахуй. На мечах я должен тебе сделать. Ох ты ж. Так, крепись, Генрих, блядь. Хорошо, идем на. Иди сюда, сопляк, нахуй. Ох ты ж. Щит меня спасает, конечно. Ох ты ж, блядь, пес. Ну давай. Ну короночку мою. Ох ты ж, блядь, зацепил. Пес нахуй зацепил, блядь. Во, как он, да? Ну ладно, давай. Сука, он побеждает, блядь. Хороший малый, блядь. Надо все вспоминать, что он меня учил. Блять, он контру делает, короче, я понял, он контру делает. Надо на контре переконтрить. Вот здесь, хоп. О, он хоп, переконтрил. Хоп, я сюда. Оп. Он увернулся. Держал, нахуй. Держал, нахуй. Псина, блядь. Давай. Щит меня спас. Давай. Так, откуда? Вот отсюда. Я не ждал нахуй такой хуйни. А, вот отсюда. Ах ты ж, блядь, пес. Ах ты ж, блядь. Ну ладно, сейчас. Укол. Отлично. Хорошо. Давай. Ты ошибешься еще. Ох ты ж, блядь, я ошибся. Ой, я еще раз ошибся. Так, я 2 раза уже 3 раза ошибся, блядь. Надо загнать его в угол. Как ты смел, блядь. Сама курва. Да, блядь, он, сука. Я только собираюсь ударить. Чуть-чуть у него осталось. Ну все, блядь, пидор. Так, идеально, надо блок совершить. Давай. Вот так.
Блять, нахуй. Чуть-чуть осталось. Ну чё ж ты, блять. Давай, давай, сопляк, нахуй. Ты можешь. Давай, бей. Сука, я понял, короче, ладно. Давай по моей схеме. Он разошелся. Давай, этот и вот этот. Не держит. Вернее, держит. Давай, этот. Он меня обманывает. О, хорошо прошел. Ну чё? Well, you got the better of me this time, blacksmith. Нормально. Having an off day. Are you alright, sir? Don't worry your mangy head about me, peasant. We'll see each other again soon enough. You can keep my bow. Its best years are behind it anyway. Ха-ха-ха. Ну чё, получил он по заслугам? Так, что мне с этим поговорить? Бернард. Как я его, а? You better hope his lordship hasn't taken it badly. I hope he has. Watch it, boy. A few of my men have won fights against him before and never had a problem. But you could be the first. Now go to the rat house. The bailiff's waiting for you there. Alright, Captain. Ну чё? Доложись. Так, Ритхарду. Здесь есть что? Ничего нет, а? Облачно сегодня. Как я тебя? Здорово. Так. А это что? О. Так, где это вообще? А, вот здесь. Ничего, протрясем ягодицами. А, кстати, лук. Кстати, лук. Ух ты ж, нехороший, хороший лук. Только я его по ловкости не могу использовать. Надо бы его сбросануть. А, и нам дали, кстати... Ох, у нас ведение боя. Так, финт. Финты есть. Кровавое письмо. С большой вероятностью вы можете пустить кровь своему сопернику. Понятно. Чем сильнее поврежден ваш меч, тем больше вероятность того, что вы отравите своего противника, попав по нему, даже если на вашем клинке нет яда. Если вы отравите сломанное оружие, шанс отравить врага увеличится наполовину. Садист. С 8-го. Сейчас 4-й. Прикольно. Вот это неплохое. Ну я не знаю, давайте. Поврежденным оружием я не дерусь.
кровь своему сопернику. А вот кровь можно пускать, в принципе. Чё нет-то? Давайте, наверное, это возьмем. Так, что еще у нас тут есть? Защита. Идеальный блок. Есть. Этот блок не использует вашу выносливость. Вы точно знаете, в какой момент появится звено щита в центре боевой розы. Ставьте блок. Этот блок не использует вашу выносливость. Если во время выполнения идеального блока вы также жгли удара, то мгновенно выполняйте ответный удар от идеального блока. Ваш оппонент может защититься лишь так. От идеального блока ваш оппонент может защититься ответным ударом, и вы тоже можете использовать ту же защиту, если ситуация изменится. Выполнение идеальных блоков и ответных ударов демонстрирует исходное искусство владения мечом, чтобы враг может устрашить менее опытного врага. Да-да-да. Крепкая рука. Когда удар противника попадает на ваш щит, это забирает у него 15%. Ну, не всегда я со щитом буду, поэтому... Хотя, может, и всегда, не знаю. Как... Просто двуручного меча тут еще ни разу не видел. Ну, не хочу это выбирать. Если вы бьете своего противника в клинче, вы повреждаете его оружие на 15% сильнее. Поврежденное оружие наносит на 15% меньше урона. Снижается его цена. Ну, в клинч не знаю. Блин, пока я со щитом. На 15%. Ну, больше, типа, истощать противника. А если буду идеальные блоки просто делать? Ладно. Возьмем. Бой мечом, 5 уровень. Длинный меч. Рубящий, колющий. То есть мы можем делать вот такое вот уже. Рубящий, колющий, рубящий, колющий. То есть сюда, сюда и сюда. Получается комбинация. И теперь здесь. Вниз и лево, колющий. Противника в защиту, затем выполняйте обманный укол, но не направляйте клинок вперед, а выполните горизонтальный удар параллельно земле, обходя клинок врага и направляя прямо ему в лицо. Вот так-то. Ну чё? Тут и думать нет. Конечно, это. Итак, мы проапгрейдились. Надо запомнить эти комбинации. Так, и у нас основной. Основной, друзья, тут есть вот такая тема. За пределами городов и деревень вы получаете +1 к силе, ловкости, живучести и красноречию. Ну, это ж круто. И лазутчик 2. То есть, а это в городах и деревнях также непосредственной близости. Ну, не знаю, буду ли я. В основном за городами, скорее всего, лазутчик. Увеличить радиус быстрого перехода, а также увеличить вероятность уклонения еще на 20%. Лазутчик, да. Лазутчик, конечно. И вот этот все-таки я ждал. Дикарь. Первая помощь, да, но... Я ни одной повязки еще, друзья, не применил. Вот так-то. Шестой уровень. Так, сила у нас появилась. Мул мы уже брали. Хряк. На 15 фунтов больше мы можем носить. Это ни о чем. Мастер клинча дает вам на треть больше шанс победить своего противника в клинче. Ну, неплохая, да, но крепкий хват восстанавливает вашу выносливость и не будет замедляться. Восстановление вашей выносливости не будет. Уже отбито, не понял. Ну понятно. То есть восстанавливается бах там и как бы тормознулось, оно будет восстанавливаться. Вы можете отнять здоровье и выносливость врага, врезавшись в него во время спринта, если ваш доспех тяжелее его, наносимый урон увеличивается. Если ваш доспех тяжелее его, наносимый урон увеличивается. То есть тяжелый рыцарь получается. Хряк.
Я думаю, надо хряка брать, пацаны. Мул, хряк, то есть все в совокупности. Так, ну и ловкость, конечно же. Как перышко. Ловкач позволяет во время боя спрыгивать в сторону. Отпрыгивать в сторону. Это я, видимо, изучил сейчас. Падение нанесет урона на 30% меньше. Ну и все. Если вы не носите пластинчатый доспех, в бою вам будет 50%. Еще уклоняться от ударов. Ну, тут выбор очевиден, как перышко. Ну все, смотрите-ка, мы прокачались. Неплохо, неплохо. Индрих, неплохо. Где наше оружие? Боевое оружие. Пана. Будем таскать его, пофигу, чё. Если чё. Ловкость 5, а у меня 4, да, получается? Игрок. Ловкость 4. Угу. Долго еще ждать. Можно его спрятать просто пока. Спрятать у себя в сундуке. Ты кто, бля? Пусть стражник вонючий. Мне доложить надо, блядь. Где это? Неужто наверх вот сюда? Ну, он ушел. Че, успеем шманануть? Пацаны. Пусто. Вот меня наебали, ну ладно. Стою здесь. Женцы. Иди сюда, ёпта, мне с тобой побазарить надо. Что у него тут, блядь, есть? Кошмар на нем. О, здесь уже не на частное. Видимо, он вышел, блядь. Ну точно. I'm at your service, Sir Knight. Пан, вы рыцарь. Интересно. I want to learn to read. Who should I go and see? There's a retired scribe in Ujits. He could teach you. Ужасы. Понятно. I'm to put myself under the bailiff's command. Ah, so you're the young man Sir Radzig appointed. Yes. Very well. Sir Radzig asked me to test you a little, and as it happens, you've come at the right time. We've a few disputes to settle. It seems some of your former neighbors have been acting quite inappropriately. I was hoping having one of their own on the town watch might help sort things out. You can count on me, bailiff. You're certainly bold. I like that. Have you been to see Captain Bernard? Виделся ли я с сотником Бернардом?
Я даже не устал. I never even broke a sweat. You're a bit high and mighty, aren't you? Well, anyway, you're going to assist my town guard. Come to the church in the afternoon. Yaroslav the Watchman, Nightingale they call him, will wait for you there. He'll show you around the town and teach you a little about keeping the peace. And you need to stop by the armory to pick up some gear. Yes, bailiff. Снаряжение? О, 15 грошей. Ну-ка. Master Bailiff, is there anything of interest going on here? Nothing of interest to me, think, right? Кул. Так, итого, у нас теперь имеется что? Получить снаряжение вооружейной. Заступить в дозор. Я хочу получить это снаряжение. Вооружейной. Сейчас попробуем получить снаряжение вооружейной и скинуть лишнее снаряжение в сундук. И уже потом заступить в дозор. Я думаю, лучше сделать так. Рыцаря нас кличат. Грудь, я на службе. Я на службе у пана. Так, оружейная, походу, куда-то сюда. I was told to pick up a kit here. I'd say there's not much room for improvement. You already look as good as any vassal, but your wish is my command. If my memory serves me, you're entitled to a helmet, a gambeson, and a club. That's all? You want a kiss and a hug as well? I mean equipment. It's quite enough for patrolling the town. You're there to stop trouble, not start it. Mm-hmm. Mm-hmm. Все понятно. Все ясно. Ладно, жмоты. Я продам ваше для снаряжения, но дубину оставлю. Походу придется наебошивать по глазам нахуй им. А что так вешает дохуя? Хуя, вот эта хуйня вешает, пиздец. Оу. У этой состояние 0, пацаны. Просто гамбизон пришел в негодность. А кто мне его починит? Портной? Одежда на тело. Так, это фугануть. Это. Ага, наплечники, слушайте. Тут на рукавники. На рукавники что дают нам? Наруч, доспех, который защищает предплечье бойца. И они также пригодятся при стрельбе из лука, чтобы предохранять руку лучника от удара тетивы. А наплечники? Не, ну наплечники я смотрю лучше. Но типа они видимость, заметность повышают. Но по защите они как бы лучше. Одену. Так. Одел. Теперь я, блядь, перегружен нахуй. Че вылупился-то, блядь? Так, где я нахуй? Блять, я в другом конце. Вернемся к торговцу.
где портной? Там же. Надеюсь, он мне поможет, блядь. Иначе это будет, конечно, не очень. Придется переодеваться. Так, сначала портной тогда. Оттуда уже будем действовать дальше. Is it true the executioner of Так, здесь бронник. А, ну давайте заглянем в броннику тоже. Может, что предложит починить? Good day to you. Спасибо. Ой, нахуй торговать-то. Ну ладно. Щиты, взглянем на щиты. Нихера, вот эти вот прикольные щиты, конечно. Вешают мало. За счет веса, наверное, их цена. А, с прорезью для копья. Нифига себе, тут еще и копья можно мутить. Латные перчатки, просто перчаточки. Смотрите, какие пацаны. Угу. В этом будет, наверное, видно по-другому у нас. Это такой шлем, блядь, смешной, если честно. О. Защита 20. Слушайте, он, блядь, хуже нашего, что ли? У этого 6. 24. Так у нас супер крутой, блядь, шлем, нахуй. Оказывается. Просто он смешной. Можно починить, а? Блядь. $112. Да забирай, блядь. Снаряжение должно быть всегда в хорошем, блядь, состоянии. Как и меч. А, хер она нам что, блядь, починит. Это какой-то беспонтовый портной. Вот этот. I'm at your service, sir. Конечно, конечно. Вот этот портной. Почини. Почини. О, вот это он не будет чинить. Сразу могу сказать. Получай. Вот просто сейчас можно проверить. That's stolen. What are you trying on me? Get the hell out of here. Видели? Так, а что продаешь вообще? А продает он много всяких штук. Ну, такие выглядит он. Видите как? Типа такой уже, блядь, полурыцарь. Рубаха. Вот это еще более-менее куртка. Доспехи торса она мне прибавляет. Но видимость заметности еще тоже. Ну и обаяние. Вот это еще.
зон. Снижает скорость. Вот это у меня 8 она. Ну все, это для бабья. Нахуй для бабья. Что, за бабу можно что ли играть? Что за хуйня? Или для бабы, блядь. Здорово. Так. Все же мы с перевесом двигаемся. Нам нужно скинуть, короче, вот это вот. 13, 3, 3, 0,5. Или фугануть тупо нахуй это все. Торговцы. Фугану, наверное, блядь. Идем. А вот справа, блядь, что-то. Good day to you. Здорово. Кошмар есть? Мало? Угу. Мало, да? Что у нас получается? Это и вот это. Нормально? Да! Молодец. Что идешь ты, блядь? Что там еще? Ну-ка. По оружию. Так, дубина. Убивать не будем, дубину, да, будем? Бить, если что, по башке. Ну все, мне осталось только лук скинуть, короче. Предлагаю это сейчас сделать. Сразу же, не отходя от кассы. И у нас полдень. Тем временем. Привет. Look where you're going. Так. Хоп. Турнирная стрела. 7 штук. Урон 100. Нахуй. Так, 97. Ну, дубина вешает 2. Доспех. Все ровно. Эту хуйню надо починить, конечно. Ну, так. Гроши у нас 200. Мухомор, блядь, сколько можно носить? 3 повязки. 11 отмычек. Все, ребятки. Я готов. Полоснемся. Тереза, ну-ка пообщаемся. О, Matthew and Fritz send their regards. They survived. My God, I'm glad. They helped me out a lot. Встретил я Where двух did you своих see карифанов, кстати. Тут In неподалеку. I bumped into them in front of the tavern. Where else? And how are they doing? They're doing fine. The monks brought them back to health. But they don't have work, and they're in debt. You wouldn't happen to know of any jobs going for 2 lazy carpenters? Not here. And I think it will be the same in all of Ratai. It's overcrowded with refugees, and they're all looking... That's bad. Those 2 need work badly. I do indeed. Try the mills in the smaller hamlets. The miller in the Dechko is old. Maybe he could use some strong hands. I will. Нет, с тобой гулять пока не хочу, Тереза. Некогда, мне некогда. У меня тут на службу нас зовут, срочно заступать надо. Врат-то нету, походу, да. На мельницах поспрашиваем.
Здорово, пацаны, ёпта. Чё так, блядь, несем службу плохо? Где, блядь, где, сука? Куда мы, блядь? А, туда. О, как несется. Так, это что, монастырь? В интервале с 7 вечера, 11 утра и 7 вечера. Где соловей-то? Соловей, ёп, ты где? Между 11 утра и 7 вечера. Ну вот, я как раз здесь, все нормально. Ну-ка, надо посмотреть, блядь. Заступил дозор с соловьем. Не вижу. Livelihood. Be merciful, good rest in peace. Amen. Храм 15 века. Алтарь. Здесь что? О. Можно подняться. И все, да? О, видите? Я вижу. Сундучок там спрятан. А здесь? Так, 7 вечера, 11 утра и 7 вечера. Между этим временем нужно заступить. Ну я здесь, ё-моё. Соловей, блядь. О, гнездо. Где? А вот же она. Гроши. Вот, походу, соловей. Здорово, соловей. Here I am. My name is Henry. We're supposed to go on patrol together? I see you're kitted out. Ready to get going. I'm Nightingale. Aren't you that lad the mill wench brought here on a cart? Teresa. Yes, she rescued me. She turned up with Captain Robot and his knights. All honor to the girl. She has bigger balls than most men. Tell me, how did you pay her back? Well, I thanked her. That's not much, is it? You should go and see her when you get a chance. So, how did you end up in the service of the bailiff? I wanted to enter the service of Sir Radzik, but he sent me here to learn. And learn you will. You're lucky, lad. Sir Radzik must like you. Most lords would have just sent you on your way. Come with me, Henry. We'll patrol the town and then check on the taverns to make sure they lock up in the evening. I'm ready.
don't forget, I'm supposed to try you out and, with the help of God, teach you something. So I expect you to deal with any misconduct yourself. I'll make sure you don't do anything too stupid. Let's go. Hey! This is our church, St. Matthew's. Ну, с мечом ты, соловей, смотрю, да? It serves not only as the house of God, but as the crypt of the lords of Lipa, our masters. The gravedigger lives right round the corner. The priest, too. Our parish priest. Ah, a man shouldn't speak ill about servants of the Lord. This is our rat house. Pretty big, eh? The bailiff and his hands live there, and our maestro proto-notarius, the scribe. Jesus, look where you're going. We don't want to see the inside, not even as a guard. Naturally, we have an executioner too, but he doesn't live in town. That wouldn't be proper, as I'm sure you know. He lives by Gallows Hill, the other side of the creek. This pillory was brand new in autumn, and 2 people have already been rotting on it. The swordsmith lives here. Is it true the executioner has a visitor? And they say he has a hard time finding a work. What the hell is going on here now? What the hell? Go check it out, Henry. Back to your way. I don't want you here. Is that veneer pile not big enough for you? Well then. Чё, блядь, доебался? What are you two screeching about? Stop making such a ruckus. About time you turned up. This filthy beggar thinks. My name is Jane. No one cares what your name is. This filthy beggar thinks she can come and stink in front of my shop. Comes to me, I'll I want you to get rid of her. What's the problem here? This is my shop, and I won't have beggars sitting on my doorstep. Let her go and squat in a square. Can't you show us some Christian charity, Armourer? What? Have you any idea how much I've given away in alms, even to this witch only yesterday? Is that true? Might be, might not. Did you get any alms or not? Yes. From the Armourer here? I don't know. And even if I did, that was yesterday, and my belly's empty again today. That's true. What would you know about it? I think you ought to give Jane something. I gave her a groschen yesterday, and today she's ruining my business. Have you taken leave of your senses? Why should I give her anything? Well, you wouldn't want to look like a heartless bastard in front of the whole town, would you? No, certainly not. There you go then. Just a coin or two and you'll have an even better name. Oh, for God's sake. Here you are. And don't come back. Thank you. See now? It didn't hurt too much. Подлечили, You'll take you ребят. now, that I can tell you. But you acted like a good Christian. No one has a grain of respect for me, and still they're always coming to me for something. I'll show Your old neighbors are living here now. It's a bit of a shithole. Even so, you should be thankful to Sir Hanush. If the town burghers got their way, your folk wouldn't be let anywhere near the town. And now our people aren't too happy with him. Some fools are even calling for Sir Hanush to finally hand the fiefdom over to the young lord, Sir Hans Capon. Sir Hans's father, old Sir Yeshke, may God rest his soul, kept it till he was an old man. Then he retired from it, first to Moravia, then to eternity. Sir Hanush is managing the fiefdom until Sir Hans comes of age. They're related by blood somehow, the same great-great-grandfather or some such. The time's coming soon enough when the estates have to be handed over. These affairs often end in conflict. I hope we have nothing like that here.
Щит-то у меня с собой. С собой. Так. А, почему стрелы просто? Повешать стрелы. Вдруг чё? Вдруг какой враг нападет. А так просто осматриваем город. Все нормально у нас. This square here, it looks much better during the markets. Then it's filled to bursting with folk from all around. Я посерьезнее выгляжу, блядь, соловья даже, ну так-то. Без щита даже, а я с щитом, блядь. We've also got the baker's shop here, and that mad merchant Wolfram Kruder. Kruder has a pretty daughter, and he keeps her on a short rein, which the young bucks are none too happy about. I heard he even keeps the poor lass locked up at home all day. There's one alehouse here on the market square, the Trader's Tavern. The other's up by the gate. We'll be going there later. Пивнушечку, ну давай, давай. Видел я там корчму. Дальше. Одна, вот она. Все нормально, не бойтесь. Мы на службе, все в порядке. Let's move along to the inner bailey. Так, вот внутренний двор. Ты кто? Чуть не знаком я с тобой. Look here. See that filthy beggar? By Christ, I'll show the bastard. А что такое, Соловей? Comfortable, are we? Arms, please, sir. Who do you take me for? Are you stupid or just insolent? Well, what's the matter? Stupid, then. There's no begging allowed here, so pick up your stinking arse and haul it somewhere else. Who am I bothering here? Me. Us. Everyone. If Sir Hanush saw you here, he'd take a whip to you. All right, I'm going. Damn beggars. You offer them a helping hand, and they want the whole arm. It's not like the rules aren't clear. Beggars belong at the church. Понял. Тут нельзя. Извини. Here's the forge. The blacksmith has some trouble, and he's not working at the moment, but his apprentice is standing in for him tolerably. I hear you're a blacksmith's apprentice, too. You lot could help if needed, couldn't you? Us? What do you mean? You and your master, or your father, whoever taught you. They... What is it, lad? My father was the master blacksmith. He was killed in Skalitz. Ah, I'm sorry. I didn't know. Thank you. So am I. My papa died not long ago. Of course, it was old age got him. That's not the same, but I know a little how you feel. Так, вот корчма 2, да? Что-то ничего не жарим. Все нормально, не волнуйтесь. The Rate fiefdom is pretty big. Naturally, it starts here by the town and continues along the Sasau River all the way to Kohelnitz. Then there's Gallows Hill, lots of farmhouses scattered around. Neuhof, Merhoyed. Master Smill is in charge of Sir Hanush's stables. He's by far his best vassal. It's all a bit complicated for a newcomer, I suppose. This lord here, that lord there, this exemption here, that right there. Exemptions from exemptions, rights to half of something, so on. It'll take you a year to make head or tail of it. This tower was only half the size when I was a young lad. Sir Hanush had it extended and made into an armory.
Свинки. God be with you, Benesh. How goes it? Well enough, Nightingale. It's quiet today. Good. Where's Moimir anyway? Isn't he supposed to be here with you? Проебывается. He hasn't turned up yet. Oh, I see. Now where might he have got to then? I don't know. You don't know, eh? Let me tell you something. When the bailiff finds out Moimir's slacking off, he'll be in serious shit. And being a friend of his, you wouldn't want that, would you? No. So it's better if I deal with it and we leave the bailiff out of it, right? Yes, I suppose so. So where is he? In the tavern. He was thirsty, so he... Went for an ale. We know how that goes. Come on, Henry. Let's go and find that idler, and you'd better talk some sense into him. Я сейчас ему, блядь, расскажу, нахуй, что такое служба, блядь. Что такое вставать, нахуй, в 6 утра, нахуй, на зарядку, блядь. Что такое строевым, сука, ходить, нахуй. Где он, бля? Вот он, нахуй. What the fuck are you doing here when you're supposed to be on the gate? А ты, блядь, чё нахуй сидишь здесь, отпизжен? Not a word. Get moving. You're lucky it was me found out, not the bailiff, or God forbid, Captain Bernard. Out! И все? Come and sit with me, Henry. Let's have a drink. I'd like a beer. That fool got me all worked up. Me as well, the lazy bastard. My words exactly. And just when we need every pair of eyes. You never know when the Cumans might creep up on us. But that's enough about that. Let's not let it spoil our day. Listen, since we're sitting here anyway, how about a little game? Why not? Да, почему нет? Правда, я не играл ни разу. Ну давай. Any chance of a bite to eat? Так, итак, Кости, если вы хотите испытать удачу в любой политической чме, можно сыграть в игру Зонг. Так, таблица оппонента, ваша таблица. Так, цель этой игры: на двух игроков первым набирать определенное количество очков. Игроки по очереди бросают 6 костей. Очки даются за каждую выброшенную единицу или пятерку. 1-5, то есть нет. А также за 3 или больше любых одинаковых костей. Таблица комбинаций. 1 приносит 100 очков, пятерка 50, 3 одинаковых кости 100 очков. Так, значение также это 400 очков. Приносит 1000 очков, 3 единицы 1000 очков. 4 или больше одинаковых приносит умножить на 2. Так, также 1, 2, 3, 4, 800 очков. 5, 6, четверок, 1600 и тому подобное. Очки, которые вы должны выбросить, текущие выбранные очки. Всегда начинается с броска всех 6 костей. После броска игрок с помощью выбирает и оставляет комбинации костей, которые приносят очки. Нужно оставить минимум одну кость. Затем игрок может перебросить оставшие кости. Перебросить кости. Или выбрать. Выбирает, оставляет, перебросить кости. Так, все предыдущие очки считается для броска, не для раунда. Если после броска не остается ни одной кости, приносящие очки, раунд игрока заканчивается. Все очки, набранные к этому моменту, за ход сгорают. Ход переходит к оппоненту, поэтому стоит заканчивать свой ход, используя и краткую, прежде чем сильно растет вероятность не получить ни одной кости. Всячески также не стоит сразу оставлять все кости, приносящие очки. Тогда на следующем броске вероятность получить больше очков увеличивается. Понятно. Так как каждый игрок кидает собственные кости, есть возможность мошенничать. Нихуя. Но найти заряженную кость очень сложно.
Прикиньте, пацаны. Так, единица, пятерки, двойки, тройки. Давайте вот это и это. Так, это я же хочу перекинуть, да, получается, или что? А, собрано 200 и бросить снова. Ну, давайте бросим. 6 вижу, 1, 2. Это не дает нихуя. Это дает 100. $300. На однерках выезжаю, пацаны. 5. И 5. 450. Нихуя он там, вижу я, да, у него. That's it. Ах ты ж, блядь, хитрожопый, сука. No point in pushing it. А, он оставил, что-то я не понял фишку-то. Да? Ну, давай вот так, 2 сотки. И еще 500. Как тебе? Ох ты ж, нифига, он 550 тут же. А как он так, блядь? 1200 он идет. Так. А, я должен одну оставить. Одну оставить. Ну давай 2 пятерки оставим, это что? Перстни. 4. Ебануться, ничего нету просто. 1. Нахуй 5 оставил, ну ладно. 1, 2, 4 же там играет. That's it. Короче, чем меньше, тем лучше, пацаны. 1, 100. 200. $300. Ой, еще 2 тройки. А, блядь, 2. We'll see. Finished. Хитрожопость, сука.
похуй. Косарь как? This'll be the one. А как косарь он-то набрал? What the hell's with these damn dice? Он все мог меня выиграть, дебил он, блядь. $200. 250 надо. Удачи. Походу у меня будет сейчас. That's it. We'll see. I shouldn't have pushed it. Так. Давай пятерик. Еще пятерик. Еще пятерик вижу. Давай еще перекинем. Борода. I shouldn't have pushed it. У этого борода вообще полная. О. 400. Just one more thing and we're done for the night. Ringing the end of the day and closing the taverns. Hey, Isn't it still a bit early? I don't know how it was in Skalitz, but here in Rattay we close up at this hour. Except, of course, during fairs and big festivals. Then we don't close at all. I see. Should I go and ring the bell? If you wouldn't mind, the bell is hanging outside the rat house. Ring 3 times, then go to the Trader's Tavern by the market square and make sure the innkeeper closes up. I'll do that. Все просто. Before I forget, it's forbidden to walk in Rattay at night without a torch. Here, take this one. То у меня есть факел, блядь. Нахуй мне 2-то, ну-ка. Вообще, блядь. Лишний вес, блядь. Спасибо за факел, но пускай валяется здесь, но запомню. Так, позвонить в колокол, короче. Бегу, короче, на площадь. К ратуше звоню трижды. Потом на площади закрываю корчму. Корчмар закрывает, и все ровно, короче. Все спать. Как-то так. Получается. Так, люди, ко сну готовимся. Вечер наступает, ко сну готовимся. Вечер наступает, вечер. Наступает вечер.
And the canon of St. Wenceslas in Olomouc was so drunk, he dragged the pig to the market square, saddled it up, and rode it out of the town gate. No, we could see that this wasn't going to end well. So Sir Peter and I rode off to look for the good canon on his pig. Did you find him? We tracked the filthy beast down to a sty beyond Cronau. I mean, the beast with a tonsure on its head. We never found the real pig, but the Reverend was sound asleep in the pigsty. Короче, они не слышат. Birds of a feather stick together. It seems the same goes for pigs and prelates. I toast, gentlemen, to pigs and prelates. God save their bacon. Sir Hans, forgive my intrusion, but I need... Oh, but what? You want to join us? Want to buy us around? I'm afraid we don't drink with peasants. You're not in your village now, boy. No, sir. Curfew's been rung. The alehouse is closing. Nothing closes while I'm sitting here. If that's all, you're dismissed. Are you out of your mind, lad? You can't cross his lordship. He's got a temper like a bear with gut ache. If I was you, I'd get lost before he shows it. The bailiff instructed me to close the tavern at the proper hour. He doesn't want anyone disturbing the peace after curfew. The bailiff? The bailiff can kiss my arse. I trust you haven't forgotten who's the rightful lord of Rattay. No, it's Sir Hannes. Oh, is he here? What, is he he's hiding under the table, maybe? No! Then what he wants isn't worth a fart in a bathhouse. And besides, he's only in charge till I grow up. Which clearly hasn't happened yet. Enough! You can't talk to me like that. I'm a nobleman. Come now, sirs. You're not going to fight here, are you? We most definitely are. This yokel needs to be taught his place. Сука, заебал он. О, вы чё, ебан? Псы. На одного, что ли? I've only got 2 hands. Let him have it, Sir Hans. И чё, он слился, блядь? Crucifix! What in the name of Christ is happening here? Well, answer me, damn you! This peasant insulted me. I had to teach him a lesson. By rolling around in the mud like a hog? That's a fine example of noble conduct. Sir Hannes, the bailiff ordered me Silence! You shut your mouth and thank your lucky stars that you are Radzig's ward. Have you gone out of your mind? Raising your hand to a nobleman? And you, Hans, how many times have I told you that drinking with your subjects might be good for their morale, but it's bad for your honor? You spend all your days drinking and chasing wenches, which wouldn't matter if you paid any attention at all to your duties. And now we see what that leads to. Tomorrow, you will go with me to a hearing. Some landowners have asked me to settle a dispute. It'll be an excellent lesson for you. I had planned to go hunting, but if you think listening to the pointless gripes of a bunch of old fools will benefit me, so be it. Oh, hunting. Well then, Your Grace, I'll tell you what. You can go hunting. Really? Oh, naturally. Who am I to deprive the young Lord Capon of his sport? And you can take Henry here as your page. Him? Absolutely not. You'll do as I've commanded. It's time you learned how to lead people, and not just in drinking and brawling. Now get out of my sight. Sir, I have responsibilities of the bailiff. Not anymore. Your responsibilities now are the Lord Capon. It's time you learned how to behave in the presence of nobility. Let's go. Tell the kitchen I'm hungry. It's been a long journey.
Ну что, корчма закрыта. На сей доброй ноте и в столь поздний час мы завершим сегодняшнее приключение. Это был Kingdom Come Deliverance. Вы были на канале Игра Лайф. Спасибо, друзья, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Мы увидимся. Всем до скорого. И пока, друзья.